Привет всем! Сегодня хочу показать, как построить выкройку носка в программе Knitstaller для вязания на любой вязальной машине. Можно использовать этот. Для того, чтобы построить выкройку, нам понадобятся вот такие размеры. Снять ножки, померить обхват лодыжки. Это будет номер 1. Обхват или подъем вот по окружности ноги. И нам понадобится размер длины ступни. Я снимала мерки с себя. И у меня получилось, как ни странно, все эти размеры 24 сантиметра. То есть вот обхват лодыжки, например, он, если в самом тонком месте, 21 сантиметр. Но так как я буду носок вязать с высокой резинкой, поэтому я взяла размер чуть-чуть ниже, чем я предполагаю, начало резинки. Но вот в таком месте, где нога уже вот здесь вот расширяется, и там вот тоже 24. Что вот здесь у меня получился размер, что здесь. И длина стопы я взяла чуть-чуть покороче, потому что обычно, когда вяжешь, вот получается, что носок такой свободный. Я люблю, чтобы он был в натяжечку, поэтому тоже, может быть, если точно снять размер, здесь будет у меня 25 длина ступни, но я хочу сделать 24. Чуть-чуть убрала пол сантиметра с пальца и пол сантиметра с пятки, чтобы носок был как бы натянутый. Ну, а здесь тот размер, который есть, так и есть, 24. Вот. Что еще по размерам я бы хотела добавить? Возможно, нужно померить, какую длину самой резинки вы хотите. Если она у вас будет нестандартная, например, хочется повыше носок связать, значит, надо замерить эту длину тоже. Ну, вот, пожалуй, все по размерам. Если что-то еще надо будет, зайдем сюда и посмотрим на этот рисунок. А пока начинаем строить выкройку. Как всегда, начинаем с добавления одной точки, передвигаем на нее начало координат и откладываем наш обхват лодыжки. То есть по оси X будем откладывать размер, наш обхват нашей резиночки или манжетика, как это мы назовем, 24. 24. Теперь, если бы мы мерили высоту резинки, то мы вот здесь, значит, будем сейчас откладывать высоту резинки. Давайте увеличим нашу выкройку. Так, чуть-чуть меньше. Нет. Итак, от одной точечки вверх откладываем нашу резиночку. Длина моей резиночки будет 8 сантиметров. И вот смотрите, как здесь. Я откладываю сейчас 8 сантиметров. Плюс еще до пятки нам нужно будет провязать 3-4 сантиметра, вот в зависимости от размера. От этой точки тоже откладываем 8 сантиметров. И либо вы сразу эти 3 сантиметра прибавляете к длине вашей резинки, либо вы, вот как я сейчас, добавлю их еще отдельно. Но это не обязательно отдельно добавлять, можно сразу сделать 11 сантиметров. Так, все, вот тут у нас это вот 3 сантиметра, это как бы от резинки к пятке, как бы такой подъем. Если резинку мы вяжем, будем вязать резинкой 2 на 2, 1 на 1, значит, вот когда мы закончим резиночку вот в этом месте, где у нас 8 сантиметров заканчивается, и дальше мы перейдем на платочную вязку, либо на какой-то рисунок, если мы будем вязать узорами. И, естественно, после резинки, резинка обычно стягивает, а тут появится у нас такая немножко свобода. Значит, для этого перехода, для подъема. Нам, я думаю, будет ее достаточно. Далее мы должны построить нашу пяточку. Пяточку мы будем вязать, я буду вязать с правой стороны, а вам как удобно, с правой либо с левой. Значит, строить я ее буду, если потом надо будет перевернуть, можно будет просто перевернуть во вкладке вязания, просто перевернуть выкройку, и пятка окажется с другой стороны. Строим мы ее с одной стороны, не будем две.
Пяточка наша строится следующим образом. Нужно взять половиночку нашей ширины. У нас ширина 24 сантиметра. Делим пополам, откладываем 12. В обратную сторону по иксу откладываем 12 сантиметров. Так, вот в этой части будем вязать пятку. Пятку строим по принципу квадрата. Тут у нас 12 сантиметров. Откладываем вверх. Давайте нарисуем сейчас квадрат, чтобы нам было понятнее. 12. Вверх. Сюда и вниз 12 сделаем. Все, вот мы замкнули квадрат. Теперь на высоте 12 делим пополам. Вот на высоте 6 сантиметров. Значит, откладываем. Вот этот квадрат вообще не обязательно было строить, просто чтобы мне было удобней. Я его построила. Значит, вверх откладываем 6 сантиметров. То есть половину стороны квадрата нашего. 6. И от этой точечки откладываем 6. Здесь теперь вот эту сторону нашего квадрата, она равна у нас 12 сантиметров, делим на 3. Откладываем от этой точки третью часть и от этой точки третью часть. 12 на 3 это у нас будет 4 сантиметра. То есть 1/3 ширины нашего квадратика. И в обратную сторону. То есть вот здесь у нас 4 сантиметра, здесь 4 и здесь 4. Теперь удаляем лишние точки. Удаляем те точки, которые нам не пригодятся. Заодно удалим линии, которые нам не пригодятся. При нашем вязании эти линии нам будут не нужны. Далее вот эта линия нам тоже будет не нужна. Соединяем пятки. Не пятки, наше вязание, да? Так. Так. Вот эта линия нам тоже будет не нужна. Соединяем любыми линиями. Далее мы откладываем нашу длину стопы. Вот обратите внимание, какая у нас будет длина стопы. Мы ее меряем от пяточки. Вот это место, это у нас вот здесь находится оно. И от него до пальчика, что мы намерили, то расстояние мы откладываем. У меня в данном случае 24 сантиметра. 24. Откладываем вверх. И здесь откладываем вверх 24. Это у нас кончик нашего носочка. Удаляем лишние ненужные нам линии, которые образовались при построении. Так, итак, у нас есть пяточка, есть кончик носка. Теперь нам нужно расширение такое же, как здесь, построить. Вот от этой точки откладываем вправо 4 сантиметра. И от этой точки откладываем влево 4 сантиметра. А вниз откладываем то, что у нас было и для пятки, 6 сантиметров. 6 сантиметров. Так. И строим. Эту точку выделяем, тоже откладываем 6 сантиметров. Теперь удаляем ненужные точки. И соединяем наши нужные нам точки. Так, вот это мы сейчас построили наш носик. И он нам нужен и с этой стороны тоже. То есть этот носик мы либо его будем повторять сюда вверх, либо мы его построим вот здесь тоже. Также нам долго не строить вот это все. Мы выделяем вот эту точечку и нажимаем на вот этот вот зеркало. Да? И у нас достраивается вторая часть нашего носика. Но у нас достроилась и пяточка.
А пяточка нам здесь совершенно не нужна. Поэтому здесь мы вот эти все точечки удалим. Удаляем. А что же у нас будет здесь? Здесь у нас мы будем вязать вот так. Довязываем сюда. В этом месте мы вяжем пятку частичным вязанием. Здесь вот эти вот стороны соединяем. Так, я немножко поспешила. Мы могли бы вот здесь соединить и потом уже отзеркалить. Но я сейчас еще раз отзеркалю и уберу лишнюю нашу пяточку. Вот так. Вот эти вот точки мне уже нужны. Значит, здесь я соединяю эти две линии. Теперь смотрим, что у нас тут еще осталось лишнее. Вот эта линия нам совершенно здесь не нужна. Убираем ее. Так, значит, все. Вот это мы вяжем до вот этих точек. Сюда мы вяжем резинкой. Дальше переходим к какому-то нашему либо узору, либо вот здесь провязываем 3 сантиметра. Вставляем нашу пяточку. Я потом по пяточке еще, если буду вязать, то я покажу, как здесь можно все это сделать. Ну, в общем, вот здесь мы останавливаем вязание. В этом месте вяжем частичным вязанием пяточку. Возвращаем вот эти иглы опять вот здесь вот в работу, когда сюда дойдем. Ну, сейчас на вязании покажу. Сейчас заложим выкройку. Так, наложить выкройку. Вот почему у нас выкройка не наложилась. Значит, надо проверить, что произошло у нас тут. У нас тут где-то какая-то лишняя точка. И она нам тут мешает. Мы ее сейчас не видим. Это означает, что нужно сделать следующее. Мы прокладывали правильно. Тут мы все строили. Смотрим теперь. Все. Видите, почему-то, когда мы делаем отзеркаливание, и мы тем более несколько раз я сделала, тут могли наложиться линии на линии, и оно потом как бы мешает. Вот такая у нас сейчас выкройка. В конце концов я решила сделать так. Удалить все линии и соединить последовательно эти точки. Потому что вот не знаю где, какое-то построение нам мешает. Соединяем последовательно все точки. Идем по кругу, чтобы уже все линии были четко друг с другом соединены. Они перебивались. И будем смотреть, как ляжет наша выкройка. Так, если сейчас не получится, вот, все получилось. Значит, лучше удалить все линии и сделать проход, как бы, ну, не полениться, но зато потом выкройка ложится правильно. Значит, рассказываю по вязанию. Здесь мы вяжем резиночку 3 сантиметра, не доходя до края. Здесь мы накладываем красивый узор, какой мы хотим. Причем вот это у нас будет со стороны пятки, это у нас будет подошва. Значит, красивый узор вот здесь. И носочек мы довязываем уже либо однотонный, так же как и пятку. Можно сделать пяточка там, допустим, какого-то цвета и носок. Сейчас сколько уже? 16 минут записи. Но я думаю, я еще успею положить сюда рисунок какой-то. Давайте, например, отметим себе, где у нас будет, допустим, наша резинка. Вот. Я поставлю сейчас сантиметры, чтобы вот здесь у меня были сантиметры. Вот я хотела, чтобы у меня резинка была 8 сантиметров. Да? Я беру двойную, вот двойная линия. И себе красным цветом я сейчас нарисую, где у меня будут линии. От 8 сантиметров. Давайте даже поставим поближе сюда, вот, чтобы сразу было видно.
И рисуем от 8 сантиметров вот здесь вниз 2. Вот я хочу, например, 2 на 2 сделать резинку, да? Так, ничего страшного. Ничего страшного. Сейчас все поправим. Так, я рисую где хочу, да? Но я хочу сделать резинку 2 на 2. Вот хватит. Так, теперь убираю. Нет, если я уберу количество рядов, то резиночка моя опустится. Я же не хочу, чтобы она опустилась. Убираем сейчас пока что лишние петли назад. Назад, потому что я сейчас убираю не по одной, а по 2 сразу. Раз, раз, 2. Значит, по 2 я оставляю, да? И вот здесь остаются изнаночные, как бы по 2 штучки. Теперь я возьму, скопирую, там, где у меня правильно получилась резиночка. Скопируем. Вот. И будем накладывать резинку с того места, где нам надо. Раз. Так. Каким она мне идет? Вот так, да? Все, это все красиво получается. Теперь мы здесь вот поправим. Ой, лишнее. Лишнее. Так, вот здесь поправим. Сюда нужно ставить. Нет, вот сюда. Эту клеточку. Все, и здесь мы можем вот эти излишки обрезать. Берем ножнички и обрезаем, уравниваем. Так, ну и до конца давайте доведем уже. Так, вот сюда. Ой, что-то не то вышло. Угу. Еще раз копирую, значит, я чтобы уже... Так, если я копировать начинаю вот с этой части, значит, я так его и вставляю потом. То есть тоже навожу на вот этот же квадратик, с которого я копировала. И тогда все правильно ставится. Все, вот у нас отмечена резиночка. Чуть-чуть увеличу. И теперь, допустим, мы хотим сделать вот здесь какой-то узор. Какой-то фрагмент узора, да? Мы заходим в галерею, выбираем, какой нам нравится узор. Давайте вот такими клеточками свяжем. Очень интересный узор. Вот, копируем и заходим. И заливаем вот это место. Так, тут у нас, да, тут у нас, значит, подошва идет. Может, мы ее хотим вообще без рисунка сделать. А здесь мы хотим, допустим, рисуночек вставить. Так, вот так. Вот. Можно передвинуть. Нет, нельзя передвинуть. Надо быть аккуратным все-таки. Надо быть аккуратным. И смотрите, а если я хочу вот отсюда начать рисунок, да, сразу после резинки, тогда мне нужно сделать вот таким хитрым образом, чтобы у меня совпал раппорт. Вот на чем я здесь остановлюсь, с того же места у меня вот здесь должно быть начало. Значит, давайте, сейчас мы сделаем это все, попробуем. Я хочу вставить рисунок. Значит, я его вставляю вот от этой, сразу, где у меня заканчивается резинка. И тут мне тоже нужно продолжение. Значит, соответственно, я же хочу здесь тоже вот так вот все связать красивым узором. Весь вверх, да, вот тут до пятки у меня будет идти как бы вверх. Значит, дальше я смотрю, где у меня заканчивается. И здесь я поставлю продолжение узора. Раз, беру сейчас выкройку, чтобы было видно. Вот, я ставлю вот так вот узор. Теперь накладываю выкройку. Передвину сейчас, чтобы было понятно, что я хочу. Вот здесь я вверх остановлюсь вязание. Вот здесь у меня будет остановка. И дальше я хочу начать узор с этого же самого места. Я копирую с этого места узор. Вот с этой вот прямо, вот с этого вот квадратика. Копирую ровно до середины. Вот сюда. Сколько хочу вверх, столько и копирую. Вверх я могу копировать сколько мне нужно. Так. И теперь вот в это место ставлю вставить.
Вот в это место, где у меня начинается выкройка, первый мой квадратик, я ставлю тот момент, на котором у меня вот здесь закончилось. Теперь все вот это лишнее я могу удалить. Беру ножницы и удаляю там, где нет у меня выкройки. Вот отсюда давайте начнем отрезать. Нет, мы возьмем правильно, все четенько. Вот так удаляем то, где нам не надо будет вязать узор. Ну и вот здесь по пятке тоже нужно удалить. Я не буду здесь делать, допустим, этот узор. Я не хочу. Сюда. Сейчас я вот так вот пока отрежу. Смотрите, нужно подвинуть, посмотреть, где там у нас резиночка, да, чтобы было вот это видно. И вот здесь отрезаем, чистим. То есть у нас узор будет только по переду. Вот здесь будет идти чистый рисунок. Например, там какой мы захочем. Или кулирка, или если мы будем двухфантурный жаккард вязать, то здесь будет просто гладь. Либо же мы хотим сюда рисунок, значит продолжаем. Значит у нас и по подошве будет идти рисунок. Да? А если мы не хотим рисунка по подошве, мы его тут отрежем. Я в данном случае не хочу. Я его отрежу здесь вот так. Все. Теперь, что я буду делать с носочком? Вот я не хочу, чтобы у меня здесь был толстый носок. Допустим, я его хочу просто чисто кулирочкой связать. Хорошо. Отрезаю. И потом я уже не буду думать, когда буду вязать. У меня уже будет все настроено. Я буду знать себе, где и что. Так, вот убираем. Например, я хочу носки связать каким-то вот таким цветом. Пяточку тоже закрасить. Вот таким вот. Так, и закрашу пяточку. Тоже таким же. Выбираем, вот здесь вот ставлю линию. Могу выйти за пределы, это не страшно. Так. И вот здесь я поставлю линию. И теперь мне, когда у меня включена выкройка, не видно. Ну, здесь вот поровнее сейчас проведу. Так. Ой, не получается. Тут не обязательно ровно. И тут надо сделать ровно. Значит, тут сейчас вот это вот проведу. Тут удалять уже рядами нельзя. Нужно только почистить нужным цветом. Иначе мы удалим ряды вот из этого рисунка тоже. Так, дальше я хочу сделать заливку, поэтому мне нужно соединить квадратик. Аккуратно, чтобы нигде не было дырочки. И отсюда соединить. Вот видите, дырочка. Если я сейчас залью, все выльется наружу. Так, заливаем заливочкой пятку. Все, накладываем выкройку. И вот мы видим, что у нас все получилось красиво. Вот наш носок будущий будет выглядеть вот так. Здесь резинка. Здесь у меня будет то же самое, что на подошве. Либо я сюда тоже продлю вот этот рисунок, да. В принципе, можно было бы, да, здесь сделать все жаккардом. А подошву связать как-то, может быть, просто вот таким вот залить рисунком. Ну, чтобы как-то отличалось красиво. Вот. Все мы можем сделать как бы и заходим в вязание и вяжем себе спокойно. Ставим свой образец, пробу и вяжем вот носок. Значит, здесь у нас частичное вязание. Выдвинули иглы, а здесь в этом месте начинаем выдвигать в работу. То есть здесь в нерабочее положение выдвигаем по программе, как нам программа скажет, минус по одной. Вот так вот. А здесь мы уже начинаем добавлять, выводить в рабочее положение. Все вот эти вот. Все, по-моему, так, все вроде бы понятно, да? Вот, если тут счетчики расставить, то будет видно, что они у меня сейчас стоят. Немножко так вот сделаем, и будет видно, что здесь как это все вяжется, да? Здесь мы останавливаем, здесь вяжем. Все. Спасибо за просмотры. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки.